Кодек aptX на борту, защита от влаги IPX7. Большие удобные механические кнопки, управление громкостью есть. Форма такая, что при желании во время занятий боксом из ушей они не вылетят. Дизайн, который притягивает, и бренд, который делает отличный звук за разумные деньги. Они идеальны? Конечно нет, но внимание вашего точно достойны. Tube 713, всем привет, вы на канале Пользонет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Стримы сохраняю. Еженедельно провожу стримы с ответами на ваши вопросы. По воскресеньям. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Mifa X11. Под распаковку хочу рассказать предысторию появления этих наушников лично у меня. Для начала тестирую я их уже под 2 месяца. Прислал мне их производитель, хотя все колонки их бренда я покупал сам. Они супер, и мои обзоры на них вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Как вы знаете, ТВС наушников у меня хватает. На Синхи вторые, Jabra 75T и Sony 1000 MX4 не могу найти времени обзор сделать. А здесь с виду обычные такие затычки. И все это время я думал, делать ли на них обзор или нет. Мне не нравилась их форма. Привыкал к ней долго. Главное, что привык. Теперь могу сделать обзор. Упаковка стандартна для Mifa. Неплохая, цветастая. Мне нравится. В комплекте кабель зарядки Type-C, что уже очень радует. Безразмерный бокс под стать наушникам, документация, наушники и комплект сменных амбушюр с фиксаторами. Все выглядит прилично, по качеству претензий нет. И пластик хороший. И сборка без нареканий. Бокс огромный. Размер и вес вы сейчас видите на экране. Как в карман его запихивать, вы можете увидеть сейчас на камеру. Притом самое обидное, что размер по большому счету даже не оправдан, но это лично мое мнение. Обычно с такими габаритами делают боксы под наушники, которые при этом по совместительству обладают функцией пауэрбэнка. Здесь ее нет. Беспроводная зарядка, конечно же, не поддерживается. Бокс заряжается по кабелю Type-C. Емкость более чем приличная на 2600 мАч. Заглушка для Type-C удобная. Магниты у крышки хорошие, люфта крышки почти нет. Оставшийся заряд можно определить по 4 диодам индикации в боксе. При полном заряде бокс может перезарядить наушники 15 раз. Полная зарядка бокса занимает 2 часа. Наушники. Внутри каждого наушника аккумулятор емкостью 43 мАч. Автономность при работе по кодеку AAC на 50% громкости у меня составила 4 часа 57 минут в связке с Huawei P40 Pro. И нужно обязательно помнить, что громкость регулируется отдельно на смартфоне и отдельно на наушниках. Можно выставить максимум на телефоне и минимум на наушниках, а потом с них же регулировать громкость. При этом сразу по данному параметру. Максимальная громкость наушников в связке с Huawei P40 Pro была на 20% выше, чем в связке с Pixel 4a. С другими моими телефонами, кроме пикселей, наушники орали примерно одинаково нереально громко. Да, и такое бывает. Но даже на пикселе громче, чем на 80%, я бы не советовал их слушать. Прямо кровь из ушей как громко. Размеры у наушников на уши однозначно больше среднего. Раньше я был более радикально настроен к данному факту, но сейчас вы сами прекрасно понимаете, что вам подойдет. Если у вас Redmi AirDots проваливаются в уши, однозначно Mifa туда не залезут конкретно этой модели. Лично я долго не мог привыкнуть к дополнительным фиксаторам, но в итоге привык. Без них носить наушники тоже можно, но есть вероятность, что при усиленных занятиях спортом они могут у вас вылететь, а в первую очередь именно для него их и стоит покупать, лично мое мнение. Но это не факт. Даже без фиксаторов они сидят очень плотно. Кнопки управления механические. Функций довольно много. Управление громкостью, плей-пауза, вызов голосового помощника, перелистывание треков, правда только вперед, и ответ на звонок либо его сброс. Очень удобно, что можно выключать наушники прямо с кнопок, как и включать. По одному наушники работают, но переподключение между левым и правым занимает от 3 до 5 секунд в зависимости от модели вашего телефона. При том, что в шторке в некоторых телефонах заряд наушники не показывают, хотя в связке с тем же Redmi Note 7, с которым наушники работали, кстати, по кодеку aptX, в шторке совершенно великолепно был виден оставшийся их заряд. Вес и габариты более чем внушительные, вы сейчас видите их на экране. Круто, что есть защита от влаги IPX7, воды можно практически не бояться. Активного шумоподавления, конечно, нет, но пассивное шумоподавление очень даже приличное. Я бы даже сказал, что в топ-3 из тех, что я встречал, а я тестировал больше 300 ТВС наушников. Внутри Qualcomm-овский довольно древний, но надежный Bluetooth модуль QCC 3020. Есть поддержка кодека AAC, SBC и aptX. Задержка в YouTube по мне незаметна. В игры играть не особо комфортно, я бы для мобильного гейминга их бы точно не брал. Пример задержки вы видите сейчас на экране.
По микрофону не слишком печально, но шумодав CVC 8.0 не особо суперски так и работает. В помещениях я бы рискнул сказать, что ближе к состоянию хорошо, на улице однозначно нет. Вот пример работы микрофонов. Сейчас вы слышите пример работы микрофонов беспроводных наушников Mifa X11 в помещении. В помещении практически пусто, записываю я звук в другом помещении, довольно громко работает компьютер, открыто окно, слегка должны быть слышны порывы ветра, но вроде бы по картинке их нет. Вот так примерно они будут работать у вас в помещении. Но напоминаю, нечего удивляться, несмотря на то, что все блогеры, в том числе и я, записываем микрофоны в помещениях, довольно сложно записать микрофоны плохо. Если у тебя ничего вокруг не фонит, если у тебя нет серьезного электромагнитного излучения вокруг, все микрофоны у ТВС-наушников в помещении будут работать адекватно. Даже в наушниках за 150 рублей с Алиэкспресса, а тем более в таких. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Mifa X11 рядом с дорогой. Мимо меня проехал пазик сейчас. Ветер не сильный, но идет дождь со снегом, поэтому, когда мимо меня проезжают машины, я уверен, что вы слышите довольно много шума от трения их колес об асфальт, который пропитан здесь снегом, песком и другой неприятной субстанцией, которая разъедает постепенно вашу обувь и их шину. Вот так примерно вас буду слышать у дороги в данных наушниках. По картинке, учитывая, что ветер не сильный, вроде бы микрофоны неплохо отрабатывают. Если говорить тихо и отойти от дороги, точнее не тихо, а обычным голосом, вас будут слышать в период вашего пешего перехода от одной точки к другой примерно вот так. На улице с небольшим ветром. По мне, микрофоны не самые ужасные, но, конечно же, не фонтанные. Некоторые пользователи слышат белый шум при переключении треков. Я его не слышу. Громкость с запасом для тех, кому необходимо лишиться слуха. Качество, бас хорош, с напором объемный. Но среднего баса некоторым будет однозначно мало. Заваленные середины и высокие довольно просто выравниваются эквалайзером и подбором амбушюр под размер ваших ушей. Они здесь в комплекте, кстати, довольно простые, но в то же время по мне хорошие. Звучат наушники лучше, чем стоят, намного лучше. Скажем так, скорее всего вы будете приятно удивлены тем, что они могут. В наушниках нет активного шумоподавления, датчика приближения, поддержки программы и анимации. Цена по ссылке в описании к видео в районе $39 с бесплатной доставкой, иногда и по 30 продают. Именные промокоды, как и выгодные покупки, у меня, кстати, в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Советую иногда пользоваться при покупках. Резюмирую, однозначно, наушники не для людей с маленькими ушными раковинами. И даже если вы думаете, что они у вас средние, допустим, как у меня, не факт, что они вам подойдут. У меня абсолютно средние уши, и первое время носить их было для меня реально больно. Тем более я тестирую их уже около 2 месяцев, и только на 2-м месяце стал к ним привыкать. Советовать могу для людей, которые занимаются активными видами спорта, притом тех, кто любит хороший качественный звук. Наверное, это первая и последняя причина, почему я делал обзор именно на эти наушники, а не на те же Sennheiser 2. Редко встретишь что-то хорошее для спорта. Эти наушники хороши именно для спорта. Опять же, желательно для занятий в зале. Единственное, учитывая уровень пассивного шумоподавления и отсутствие режима прозрачности, бегать по улицам я бы в них не стал. Слишком много всего обрезают. Следующий обзор будет на смартфон OnePlus Nord 100. Еженедельный воскресный стрим на этой неделе переносится на понедельник. Завтра я работаю. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал с колокольчиком, пишите, что еще купить на обзор в комментариях. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.